Кали всегда была ребенком, полным энергии, любопытства и удивлений. С самого раннего детства ее родители часто отмечали, что у нее, по-видимому, врожденная связь с природой и особая любовь к животным. Она могла часами наблюдать за существами, живущими по соседству, за игривыми кроликами, которые прыгали по траве, за птицами, которые перелетали с дерева на дерево, и за белками, которые, казалось, всегда были в движении. Их хвосты подрагивали, когда они взбирались по стволам высоких деревьев. Восхищение Кали миром животных не знало границ, и она всегда находила время, чтобы внимательно понаблюдать за ними, изучая их повадки и пытаясь понять, что им нужно. Эмили и Дэвид, ее родители, всегда поддерживали любовь Кали к животным. Они знали, что это был не просто мимолетный этап, это была глубокая, чуткая связь их дочери с окружающим миром. Они часто видели, как она тихо разговаривает с птицами на их заднем дворе. Ее слова были смесью шепота и хихиканья, как будто она понимала их язык. Она останавливалась, чтобы помочь божьей коровке найти дорогу обратно на дерево, или нежно протягивала руку соседской кошке, мягким голосом подзывая ее поближе. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить наши новые истории. Было что-то почти волшебное в способности Кали общаться с животными, как будто их притягивали ее доброта и искренность. Любовь Кали к животным выходила за рамки простого любопытства. Она часто старалась изо всех сил, чтобы животным в ее дворе было комфортно, безопасно и сытно. Она насыпала птичий корм в кормушки, подвешенные на деревьях, следила за тем, чтобы белкам было чем перекусить, а иногда даже оставляла маленькие кусочки сыра бродячим кошкам, которые забредали сюда. Это был ритуал, которому она преданно следила за тем, чтобы ни одно живое существо не осталось голодным. Но ее внимание привлекли не только животные в ее дворе. Кали всегда искала новых друзей, будь то бурундуки, перебегавшие улицу, или бабочки, порхавшие мимо нее в саду. Она верила, что каждое живое существо заслуживает любви и заботы, каким бы маленьким и мимолетным оно ни было. Ее сердце было достаточно большим, чтобы вместить в себя их всех, и эта любовь к окружающему миру становилась сильнее с каждым днем. Одним особенно холодным зимним днем, когда землю покрыл первый в этом сезоне снег, восторгу Кали не было предела. Она ждала снегопада, предвкушая тот день, когда, наконец, сможет выбежать во двор и почувствовать, как хрустит под ее ботинками мягкая снежинка. Как только она увидела, что земля за окном покрыта белым покрывалом, она бросилась к двери, ее сердце бешено колотилось от предвкушения. Мир за окном совершенно преобразился. Деревья были завалены снегом, их ветви сгибались под его тяжестью. Земля была покрыта толстым слоем свежего снега, который сверкал, как алмазы, в лучах слабого послеполуденного солнца. Это была зимняя страна чудес, и Кали не терпелось ее осмотреть. Она бросилась в свою комнату, чтобы надеть самую теплую одежду. Первым, что она схватила, был красный шарф, связанный ее бабушкой. Ей нравилось, какая она мягкая, и в ней она чувствовала себя в безопасности. Следующим было ее пальто, толстая и уютная пуховая куртка, за которой последовали варежки и сапоги. Как только она полностью закуталась, она открыла дверь, чтобы впустить холодный воздух, и выбежала на улицу, смеясь и кружась по комнате. Она раскинула руки, как птица, готовая взлететь. Ее щеки порозовели от холода, но ей было все равно. Она была в своей стихии, окруженная красотой зимнего пейзажа. Смех Кали эхом разносился по двору, когда она танцевала на снегу, лепила снежных ангелов и подбрасывала в воздух снежки, наблюдая, как они, приземлившись, взрываются белым облаком. Это был мирный день, тишину нарушали только звуки ее смеха и хруст снега под ее сапогами. Она любила тишину, то, как мир, казалось, замедлялся, когда падал снег.
Это заставляло ее чувствовать себя частью чего-то большего, чего-то неподвластного времени. Но когда она углубилась во двор, кое-что привлекло ее внимание. У края забора, сразу за тем местом, где снег стал идеально ровным, она увидела цепочку маленьких изящных отпечатков ног. Сначала она подумала, что это просто какое-то другое животное, может быть, кролик или белка, но что-то в этих следах показалось ей необычным. Они были слишком маленькими, слишком хрупкими. Она присела на корточки, ее дыхание вырывалось облачками пара, когда она внимательно осмотрела следы. На снегу были маленькие углубления, похожие на крошечные лапки, но они казались не совсем правильными. Следы были неглубокими и не вели ни в какое очевидное место. Казалось, они исчезали в белом снежном просторе. Сердце Кали замерло, когда она пошла по следу, любопытство гнало ее вперед. Она двигалась осторожно, легко ступая по снегу, стараясь не оставлять следов. Подойдя ближе к краю двора, она увидела нечто, от чего у нее кровь застыла в жилах. Там, уютно устроившись на снегу, сидели крошечные существа. Примерно полдюжины из них, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Они дрожали, их маленькие тельца дрожали от холода. Их мех был клочковатым, а глаза плотно закрыты. Сердце Кали сжалось, когда она поняла, что эти существа были едва живы. Они были такими маленькими, такими хрупкими, и им немедленно требовалась помощь. «О нет!» – прошептала Кали себе под нос, и в ее голосе послышалась паника. «Что с тобой случилось?» Не задумываясь, она осторожно взяла их в руки, одну за другой. Они были такими легкими, такими нежными. Она завернула их в свой шарф, надеясь, что тепло ткани поможет им, но, взглянув на них, она поняла, насколько они беспомощны. Они были такими крошечными, не больше ее ладони, и их била неудержимая дрожь. У Кали от страха сжалось сердце. Шел сильный снегопад, и эти маленькие создания никак не могли выжить на холоде. Они нуждались в тепле, заботе и защите, и Кали знала, что должна что-то предпринять как можно скорее. Она двигалась быстро, лихорадочно соображая, пока несла крошечных созданий к дому. Она почти не ощущала холода на своей коже. Все, о чем она могла думать, это как бы поскорее занести их в дом, где было тепло. Дверь была уже в поле зрения, и она чувствовала вес существ в своих руках, хрупких и уязвимых. Ее сердце бешено колотилось в груди, когда она поднималась по ступенькам к двери, дыхание было прерывистым и тревожным. Она понятия не имела, что это за существа и что им нужно, но не могла оставить их на улице. Ей была невыносима мысль о том, что они могут погибнуть в снегу. Оказавшись внутри, она поспешила подняться по лестнице в свою комнату, стараясь не задеть маленьких животных. Ее руки дрожали, когда она осторожно положила их на кровать, стараясь уложить как можно аккуратнее. Она завернула их в свое самое мягкое одеяло, которым всегда пользовалась, когда ей было грустно или страшно, надеясь, что это принесет им хоть какое-то утешение. Она чувствовала себя такой беспомощной, такой маленькой перед лицом их хрупкости, но отказывалась отказываться от них. Она не могла. Она не хотела. Кали часами сидела рядом с ними, не сводя глаз с крошечных созданий, ожидая, что они зашевелятся, подадут какой-нибудь знак того, что они все еще живы. Она нежно шептала им, что теперь они в безопасности, что она позаботится о них. Она не знала, слышат ли они ее, но, поговорив с ними, почувствовала себя немного лучше. Она просто хотела, чтобы они выжили. Она не знала, что еще можно сделать. Через некоторое время ее мать, Эмили, поднялась наверх, чтобы проведать ее. Она заметила, какой тихой была Кали. Кали почувствовала укол беспокойства. Когда она открыла дверь в комнату Кали, то обнаружила, что та сидит у кровати. Ее лицо было бледным от беспокойства,
а взгляд прикован к крошечным существам. Сердце Эмили смягчилось, когда она подошла к дочери и нежно положила руку ей на плечо. «Милая», — тихо сказала Эмили, ее голос был полон сострадания. «Что происходит?» Голос Кали дрожал, когда она объясняла, ее слова были торопливыми и полными эмоций. «Я нашла их возле заборчика. Они были одни в снегу, и я не могла оставить их там. Они такие маленькие, и я не знаю, что делать. Они не хотят есть, и им так холодно». Голос Кали прерывался, когда она говорила, и на глаза навернулись слезы. Она чувствовала себя беспомощной, не зная, сможет ли она их спасти. Эмили опустилась на колени рядом с ней, обхватила дочь руками и крепко обняла. Она знала, как сильно Кали заботилась о животных, и у нее защемило сердце, когда она увидела ее такой расстроенной. «Ты сделала все, что могла, милая», — нежно сказала Эмили. «Ты принесла их в дом, согревала и старалась заботиться о них, но, возможно, пришло время обратиться за помощью». Кали подняла на мать заплаканные глаза, полные неуверенности. «Но что, если у них ничего не получится?» — спросила она едва слышным шепотом. «Мы позаботимся о том, чтобы они получили необходимый уход», — заверила ее Эмили. «Я позвоню в Центр спасения дикой природы. Они точно знают, что делать». Кали кивнула, вытирая глаза. Она не была готова отпустить этих существ, но знала, что ее мама была права. Иногда, даже когда ты очень сильно переживаешь, важно попросить о помощи, когда ситуация выходит из-под твоего контроля. Спасательный центр смог приютить этих существ, обеспечив им заботу и тепло, необходимые для выживания. Для Кали было облегчением узнать, что они в надежных руках, но это также стало напоминанием о том, что... Но иногда помощь — это не значит, что ты можешь все исправить самостоятельно. Это значит, что ты понимаешь, когда что-то выходит за рамки твоих возможностей, и знаешь, когда обратиться за помощью. Той зимой Кали усвоила важный урок о сострадании и ответственности. Она знала, что не может спасти каждое живое существо, но также понимала, что каждое усилие имеет значение. Этот опыт укрепил ее связь с животными и укрепил ее стремление делать все, что в ее силах, чтобы помочь. Каждая жизнь, какой бы маленькой она ни была, достойна заботы. Со временем Кали стала активнее участвовать в волонтерской работе в местном приюте для животных, делая все, что в ее силах, чтобы помочь нуждающимся животным. Ее любовь к животным всегда была глубокой, но этот случай с крошечными созданиями в снегу превратил ее сострадание в действие. Теперь она понимала, что даже в самые мрачные времена всегда можно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.